Представьте, вы открываете последнюю коробку после переезда. Там лежат 4 предмета, которые вы везли с собой через полстраны, а может быть даже через международную границу. И в этот момент вы понимаете, что ни один из этих предметов вам абсолютно не нужен. То есть он не понадобился вам ни разу, и больше уже тоже не понадобится. Именно такой момент в свое время стоил мне больше $4000. Я заплатил за вещи трижды: в магазине, при перевозке и при хранении. Каждая вещь в вашей квартире – это все еще неоплаченный счет. Разберем, откуда взялась эта сумма, какие вещи дают максимальный убыток при переезде и конкретный алгоритм, что со всем этим делать до вашего следующего переезда. Вы на канале «Цена решений» про деньги, разумный комфорт и реальную стоимость того, что мы выбираем каждый день. Меня зовут Андрей Бурцев, и вот теперь обо всем по порядку. Я переезжал 4 раза за последние 5 лет. Дважды это были вот прям кардинальные переезды, то есть в другую страну через половину земного шара. И каждый раз начинал с пустой квартиры, как с чистого листа. Да, пустая квартира буквально давит. Нет привычных вещей на своих местах, полок, посуды и даже пыли вокруг любимой вазы тоже нет. И в этот момент начинается то, что я называю покупкой контроля. Когда покупаешь не вещь, а в первую очередь то самое ощущение, что ты уже на месте, что твоя жизнь не на чемоданах. Покупаешь стол, стул, потом торшер, чтобы не жить как в гостинице, шторы, блендер для смузи с мыслями о том, что теперь я буду нормально питаться, специи, дорогое масло, еще одну очередную кухонную мелочь. Ни одна из этих покупок не выбивалась из логики, и каждая казалась абсолютно правильной до переезда. И вот тут стоп. Посмотрите на свою квартиру, в которой вы живете сегодня. Вещи, которыми вы не пользовались больше 3 месяцев, они уже платят аренду и делают это ежедневно. А потом приходит время переезжать. И на этот раз каждая вещь требует ответа. И он совершенно не тот, что «подумай об этом завтра». Как-то раз я перевозил все свое барахло в другой город. Заказал машину, нанял грузчиков, таскал коробки сам, таскал коробки с друзьями. Весь день я обливался потом. А после переезда еще ходил на курс массажа по $100 за сеанс, чтобы убрать боль в спине, от которой я просто не мог разогнуться. Но главная проблема была даже не в этом. Я тащил вещи, которые при следующем переезде все равно ушли. Часть я продал за треть цены, что-то раздал по друзьям, а часть просто пришлось выбросить. Вот тут ты стоишь над торшером, который стоил тебе $75. Ты им пользовался каждый день, и в голове запускается знакомый сценарий. Нормальная же вещь, $75 все-таки. Возьму, вдруг пригодится. Берешь, привозишь, ставишь в угол, и через 3 месяца он так там и стоит. Пылиться немного мешает, но выбрасывать как-то жалко, а продавать некогда. Знакомо? Та же история с блендером для смузи, который стоил около $100. За 1,5 года пользовался им, может быть, раз 5 или 6. Но жалко же выбрасывать. Выставили его на продажу. Не выставил. Некогда. Привез, поставил и снова пылится на той же самой полке. Да даже специи, соусы, масло, крупы и что-то еще. Не выбрасывать же еду. Везешь? А по дороге бутылка масла протекает, портит полотенце, куча других вещей, и вместо экономии получаешь еще больше расходов. И здесь есть один момент, который я долго не понимал. Вы думаете, что потеряли деньги тогда, в магазине, когда решили купить очередную вещь. Но на самом деле вы продолжаете их терять каждый месяц. За то, что они стоят без дела в углу, занимают место в квартире. Но об этом чуть позже. Конечно же, есть один тип вещей, которые из этого правила выпадают. Например, картина, которую нарисовал ваш ребенок. Подарок от близкого, книга с именной подписью. Их везут всегда, и сколько бы они ни стоили. И это даже не обсуждается. Но это тоже вес. Объем и место в машине, и эту часть тоже стоит закладывать заранее. Еще отдельно крупные вещи, такие как диван, матрас королевского размера, телевизор на полстены. Это то, что в легковую машину просто не помещается. Диван надо грузить, везти, заносить, большой матрас еще может в лифт не поместиться. Все это разбираешь, потом снова собираешь, а телевизор — это еще отдельная упаковка, риск при транспортировке. Вот так по одной вещи и складывается итоговая сумма. Здесь есть кое-что, о чем обычно не говорят. Ричард Таллер, нобелевский лауреат по экономике, и он написал то, что называется эффектом владения.
Вещи, которые вам принадлежат, вы автоматически оцениваете выше их рыночной стоимости. Да-да, вы не ослышались, разрыв в несколько раз. Вы купили торшер за $75, и спустя время в вашей голове он стоит не намного дешевле. Покупатель на маркетплейсе смотрит на него и думает, ну, какая-то поддержанная ерунда. За ней надо еще ехать, а может быть там какие-то царапины, да ему красная цена долларов 10-15. То есть для него это просто бэушная вещь. У него нет этой вашей тесной истории владения. Вы скажете, ну, хорошо, в цене расходимся, это понятно. Но я же сознательно решил перевозить. Деньги пропали независимо от того, везете вы эту вещь или не везете. Но вопрос, сколько еще раз вы заплатите за нее при переезде? Вы-то считаете немного иначе. Вы думаете, что бросить вещь — это значит признать, что изначально потратил деньги зря. А это как-то неприятно. Поэтому и везете. Так происходит с каждым, и я тут далеко не исключение. Но вот если начинаешь понимать механизм, то с ним уже можно работать. Вы только что слышали все эти примеры про блендеры, про специи, прочее. Давайте я покажу это в одном месте с ценами покупки, с ценами продажи и тем, во сколько каждая вещь реально обошлась за год. Это список платежей, который я сам себе назначил, ежемесячно и не замечая. И скорее всего, вы тоже не замечаете. Прямые потери около $1240. Но я-то сказал больше 4000. Откуда такая разница? Первый множитель – перевозка. Переезд в одном городе. Грузовик на полдня – это $150-300. Между городами это уже 500, а то может быть $1500 за стандартный объем. Международный переезд – это от $2000 за контейнер, плюс страховка, плюс таможня и бла-бла-бла. Каждая вещь в этом списке несет с собой свою часть стоимости перевозки. Суммарно, перевозка ненужных вещей – это еще около 1400 сверху по прямым потерям. Не забываем про электронику при международном переезде. Фен, электробритвы, зубные щетки с аккумуляторами. Вы это все привозите в другую страну, где другой стандарт розеток, вы покупаете переходники, но через месяц фен все равно как-то не тянет. Покупаете новый, старый полгода где-то валяется в шкафу, итог $60-80 за фен плюс 40 за переходник, который так и не помог. Второй множитель – это аренда площади. И вот это вещь, которую вообще никто не считает. Открывайте ваши окна немного подушним. Квартира $1200 в месяц. Площадь 50 метров, 1 квадратный метр обходится в $24. Коробки, которые я не распаковывал 3 месяца, занимали примерно 2 квадратных метра. Это $48 в месяц, $144 за 3 месяца, и это только за то, чтобы этот хлам физически существовал в моей квартире. Вещи буквально платят аренду из вашего кармана. Это и есть то, о чем я говорил с самого начала. Только теперь с цифрами. Теперь считаем итог. Прямые потери 1240, перевозка 1400, аренда площади и двойные покупки на новом месте – это еще около $1560. Итого $4200 без единой дорогой вещи и очевидного провала. И вот ты стоишь над этой коробкой и сам себе говоришь: блин, но я же сотню за это заплатил. Да, это рассуждение верное, но вот только оно не учитывает, что эта сотня ушла независимо от того, везешь ты эту вещь или не везешь. И уж тем более не учитывая то, что везти ее будет стоить еще плюс 40 или плюс $60 сверху. Знаете, я хочу сказать кое-что прямо. Канал молодой, и мне далеко не все равно на цифры моих подписчиков. Если то, что здесь происходит, имеет для вас смысл, то нажмите подписаться. Это, как говорится, бесплатно, без смс и регистрации. Одно нажатие, и следующий выпуск сам вас найдет. Спасибо. Пройдемся по цифрам выше. Один конкретный случай, но масштаб несколько меняется. Человек переезжает один. Потери при переезде от $700 до $1200. Вещей меньше, но именно одиночки часто покупают под настроение. Такие вещи, как декор, светильники, что-то специфическое под конкретный интерьер. И на вторичном рынке они продаются хуже всего. Семья, первый переезд за границу – это самый дорогой сценарий. 3-6 тысяч долларов минимум. Хочется быстро создать уютное гнездышко, особенно с детьми. Везут детское, везут крупное, а детские вещи – это вообще отдельная история. Ребенок вырастает быстро, а большой игровой комплекс или коробки с игрушками на каком-нибудь там маркетплейсе почти невозможно продать. И третий вариант. Человек переезжает повторно. Потеря примерно $300-500. Научный опытом. Берет только то, что нужно реально вести. Первый месяц живет с минимумом. И только потом покупает то, что действительно нужно на каждый день. Из всего этого даю вам 3 основные правила. Не рассуждения, а конкретные вопросы, которые меняют решение еще до вашего переезда. Правило первое – это тест на перевозку до покупки.
Перед любой покупкой для временного жилья задавайте себе этот вопрос. Если вы будете переезжать через год, готовы ли вы заплатить за перевозку этой вещи? Простая математика делает половину импульсных покупок заранее невыгодными, еще до финального чека. Правило второе. 3 месяца без декора. Первые 3 месяца на новом месте включаем режим на минималках. Пустая квартира давит, и это нормально. Именно за 3 месяца вы понимаете, что реально вы используете каждый день, а что казалось нужным только лишь в первую неделю. Правило простое, выполнять его, конечно же, неприятно, но результат экономии нескольких сотен долларов того стоит. И третье правило – тест 40%. Если стоимость перевозки вещи превышает 40% от цены аналогичной вещи на новом месте, то перевозить это невыгодно. Лучше купить новую. Хорошая техника, личные вещи, вещи с памятью вести всегда и обязательно. А вот всякий там декор, базовую мебель от Ikea, мелкую кухонную технику прогоняйте через этот тест. Самый дорогой предмет при переезде – это не тот, что вы купили за высокую цену. Самый дорогой – это тот, который вы решили вести из жалости. Это разбор решений и их последствий. Он не является финансовой консультацией. Цифры ориентировочные, зависят от страны, города и вашей конкретной ситуации. Решение вы принимаете самостоятельно. Здесь нет момента, когда все пошло не так. Есть просто много маленьких решений, каждое из которых казалось правильным. И с переездом та же самая история. Только каждая мелкая теперь весит по 20 килограмм, стоит $80 при покупке и 10 при продаже. Вы думали, что купили вещь, но на самом деле вы подписали контракт, что она будет занимать место, пока вы сами его не расторгнете. И каждый месяц вы будете за это платить, даже если давно забыли, что он у вас есть. Переезд в этом случае просто делает некоторые вещи очевидными. Напишите в комментариях одну вещь, которую вы точно не возьмете при следующем переезде. Посмотрим, что у вас в этот список попадает чаще всего. Спасибо, что досмотрели до конца. Если выпуск был вам полезен, то поставьте лайк, подпишитесь. В описании ссылка на мой телеграм-канал. До встречи в следующем выпуске. Пробуйте.